Мої вітання, привітання. Ви знову у мене в гостях. Я Світлана, и мой сад знаходится под Киевом. Сегодня у нас будет необычный, интересный формат видео. Ответ-вопрос. Я поотвечаю на самые популярные, самые интересные или самые неожиданные вопросы. Про жару, про гортензии, часто вы спрашиваете, про хвойные, немножко про розы. И покажу свою первую дыню. Первая в моей жизни выращенная дыня. Идемте, будет интересно и красиво. Сразу отвечу на вопрос, сама ли я ухаживаю за своим садом. Да, в саду работаю я одна. Вадим Петрович помогает мне только какие-то тяжелые физические работы. Сильно большое дерево пересадить, поставить опору, подвязать пихту. После сильного дождя у нас наклонилась 5-метровая пихта. Тут, конечно, я сама не справляюсь. А все остальное делаю я сама. Поэтому иногда у меня вы в кадре можете увидеть и сорняки на клумбах, и не сильно приглядный, непокошенный газон. Майя, тебе жарко, идите домой. Ну и всякие маленькие недоделки по саду, как у всех, вы знаете. Так, а сейчас я вам начну рассказывать. Первый вопрос. Как вы спасаете сад от жары? Как вы знаете, у нас аномальная жара стоит. И больше всего от этой жары страдают наши растения. Люди еще могут как-то с этим смириться, а растениям, если им не помочь, сложно. Ну, во-первых, хочу сказать, что первое в саду надо поливать. Какие растения вы поливаете первоочередное. Тем более у нас со светом перебои, и поэтому постоянно капельный полив я включать не могу, как в прошлом году. Так, вижу, поломала у меня соцветие одно. Упала после дождя и подвязывала. Вот лежит. Значит, на что стоит обратить внимание? Первым делом мы поливаем гортензии. Сейчас гортензии очень уязвимы. Все растения уязвимы, но они набирают цвет. И если их оставить без полива, то они просто пересохнут. Пересохнут наши соцветия. Будут, они ж уже не восстановятся. Так и будут у вас сухие соцветия и кусты. Некрасиво, неприглядно, и все пойдет на смарку, весь наш труд. Так что по возможности упор на гортензии делаем прежде всего. Ну, я и капельную включала, когда позволял свет, и ходила прямо со шланга под корень. По растениям, по соцветиям, по листьям в такую жару ни в коем случае нельзя поливать, потому что получится солнечный ожог. Капли воды будут как линзы работать и сожгут наши соцветия. Второе, что я поливала постоянно и поливаю, но сегодня у нас плюс 32, немножко легче, скажем так. Это газон. Газон горит так же сильно, как и гортензии. Тем более у нас газон молодой. Мы его только посеяли, проблемный такой. Сейчас обойду тут ванила фрейс, пчелы. Так, какие-то лилии тут.
Лилии, кстати, сильно погорели у меня. Так, вот газон хочу показать. Вы видите, как выглядит газон. Был зеленый, красивый, а сейчас такой не очень приглядный. Местами светлее, местами темнее. Но тут еще я немножко напортачила. Быстро-быстро свет есть. Света схватила газонокосилку, начала косить, а ножи не проверила. Были затоплены ножи, поэтому я еще немного пожевала траву. Трава и так несчастная, мягкая такая, как каша. Дождь поломал ветки роз у нас. Значит, второе, что я поливала по возможности, это газон. Газон надо поливать, желательно 2 раза в день, утром, вечером, но у нас как получалось. Так, третье, что мы обязательно поливаем, это, конечно же, наши розы. Розы сейчас у меня не сильно цветут, сильно обрезаны они. Стрелки попускали. Но я в этом году, вы знаете, розам все прощаю, потому что всем растениям прямо безумно тяжело пережить такие погодные условия. Поэтому и за черную пятнистость некоторых я не ругаю сильно и не наказываю. И позволяю им делать, что они хотят. Хотят стрелки пускать, пусть пускают. Вот эти махровые лилии начинают цветение. Один сорт там совсем у меня просто повисли, несчастные, подзасыхали, хотя я их тоже поливала, конечно. Как засыхают лилии? Вот плавятся лепестки, просто плавятся у них. А некоторые даже не стали распускаться. Розы поливаем только под корень. Капельный желательно. Или если вы из шланга, то тоже вниз шланг опускайте, под корень по листве нельзя. Надо еще сказать, что в такую жару растения обработки по листу очень плохо воспринимают. Ну как, обрабатывать, конечно, надо, но старайтесь хотя бы в вечернее время, когда не плюс 41, как у нас было. 41 был на улице. И по листу, если мы чем-то брызгать начнем, то результат может быть очевиден. Гортензии поливать надо, конечно же, все. И древовидные. Вот сейчас вам покажу, как я не старалась, все равно некоторые посохли. Соцветия. Тут уже ничего мы не сделаем. По-хорошему их для приглядности сада надо обрезать. Ну, я не буду. Древовидные гортензии уже отцветают. Они становятся вот такие зеленые. Ну, тут у них капельная трубка. Ну, получилось, как получилось. Вот эта лилия, видите, тоже ожоги получила, которые попали в те дни расцветать. Вот так выглядят. Хвойные, как ни удивительно, легче всего переносят такие аномальные температуры. Хвойные я только в вечернее время дождевала по кроне. Что для хвойных в этот период? Их паутинный клещ. Ну, весь сад может паутинный клещ поразить, но хвойные особо. Нету влаги, паутинный клещ боится влаги. Пельцблю. Смотрите, как нарос, и какой он красивый, голубой. Он уже, если поднять эту макушку, он мне достает выше глаз. То есть подрос хорошо. До зимы вот эта веточка должна одревеснеть хорошо, макушка его, и будет высокий, пушистый красотун.
хвойные, поэтому я поливала не так часто, не так усердно, только когда включался капельный полив. Изредка делала дождевание по кроне. У инверсы вы посмотрите, как позагибались, повырастали вот эти вот ветви ее. Какая она. Ого-го. Так, что еще? Наши барбарисы от болезней, как ни странно, вечерком надо обработать. Сейчас самый пик, когда они могут подхватить какую-нибудь пятнистость. Так, следующий вопрос. Хочу ответить, как я спасала растения от жары. Ну вот вам наглядный пример. Тут я укрываю рододендрон и хосту. Хосты тоже мои горят. Вы видите лист, который выглянул из-под укрытия, горит. Первым делом полив, также из шланга под корень, и прямо на дуги я вот так вот агроволокно закрепила, но если сильный ветер, снимала. Аналогичным способом пыталась укрывать и гортензии. Смотрите, вот этот рододендрон в прошлом году горел неимоверно. Вот этот и вот этот проблемный, у которого и лимонные листья, и зеленые, все в этом году стоят на солнце, адаптировались, в рост пошли. Сейчас рододендроны тоже надо поливать активно. Почему? Потому что именно в июле, начало августа, у них идет закладка цветочных почек. Если мы их будем мало поливать, ну мало того, что они засохнуть могут, они просто не дадут нам цветения на следующий год. Ого, паук какой, смотрите. Вот это был огромный дождь у нас вчера, позавчера. Что тут повалило. И когда вот это он за ночь наплел паутину такую, ну пусть побудет. Всем в этой жизни надо как-то жить, выживать. Так вот, рододендроны на солнце могут расти. Это ответ на вопрос, куда посадить рододендрон. Вы часто спрашиваете, если его в глухую тень где-то совсем высадить, расти он будет, цвести будет плохо. Вот вам пример. Но после посадки первый год, если на солнце, притеняйте, пока он пойдет в рост. И вообще я советую и посоветовала, там вопрос был, не сажайте летом. Летом одни проблемы. В сентябре, в апреле, в крайнем случае в начале мая, ну в этом мае у меня тоже померзли мои рододендроны. Вот этот вот посажен, помните, в заморозки попал. Посажен как раз в начале мая, и все у него погорели молодые приросты, пришел с молодыми приростами. Обрабатывайте, вот вам долгоносик. Надо обработать еще раз от насекомых инсектицид. Вермитек, наверное, буду использовать. Менять надо. Был Маспилан до этого, а сейчас будет Вермитек. Так, сбилась, что я вам хотела рассказать, как я укрываю. Вот гортензии свои тоже попыталась аналогичным способом на соцветие накидывать укрывное свое. Обвязывала как-то их, но это когда прямо 42 было. Но нужно же, чтобы ветра не было, потому что у меня чуть не сломала вот этот мой штамп фантома. Он же как такой одуванчик на ножке, на тонко еще обвязан этим укрывным. Поэтому лучше всего ставить экраны. То есть 2-3 этих арматуры, 2-3 арматуры композитных. И вот так вертикальный, как парус со стороны солнца. Вон, видите, как я оставила это место, он на воздухе колышется и
проветривается. Но дело в том, что у меня огромные кусты гортензий, и не получается у меня все их укрыть, ну, укрывным. Во-первых, я поломаю все эти кусты. В общем, проблем, я вам скажу, немерено с этой жарой. Вот этот фантом очень уж меня прямо радует. Смотрите, какие огромные просто соцветия. Огромнейшие. Этот куст, он какой-то невероятный. Ну, хорошо у нас дождь вчера был. Хорошо-то хорошо. Но он тоже дел наделал. Сейчас покажу. После того, как жара чуть все тут не поубивала, ива хакура нишики опять наросла. Видите, она уже зелененькая, без белых крапинок. Так, еще одна лилия у меня расцветает, красивая. И у нее края лепестков розовые должны быть, она белая, выгорела. Так вот, а вот я приготовила агроволокно, хотела вам показать, как его просто брала, вот так и накидывала. Первую гортензию я взяла со стороны солнца. Так, ну это я короткие взяла. Агроволокно короткое. Вот так вот получалось у меня. Но первую гортензию я взяла прищепками к листикам пристегнула, чтобы не сносила. Но у меня чуть ее не вывернула, не поломала. Я думаю, ладно, пусть вот так хотя бы как-то. Но спасает это, честно говоря, не очень. Полив. Тут важнее полив. Так вот, после дождя есть маленькое видео в шортс, я показывала. Вот это фрейс мельба. Нижние побеги, которые кустовая форма, верхние-то стоят подвязаны к опоре, а нижние упали сюда на дорожку. В шортсе есть видео маленькое, можно посмотреть. Сразу трогать такие соцветия нельзя, потому что они мокрые, как губка, тяжеленные невероятно и ломаются за секунду. Просто можно переломать, поднимая эти ветви, и все. На другой день я их подняла, частично подвязала. Хорошо, там опора же у меня стоит. А Limelight полегли боковые ветви, видно, но его я не трогала, потому что просто физически его невозможно связать. И вот так они постепенно, эти соцветия, высыхают. И если у растения достаточно влаги в корнях, ну после дождя такого достаточно, они постепенно поднимаются сами. Вот почему я не хочу сильно огромные соцветия на своих гортензий. Можно было тут штук 15 оставить их, но тогда их надо было только связывать. Так, вот эти я вчера вечером уже поднимала, потому что упали до земли по 1,20 м эти ветви, и они попадали. Так, еще какие-то махровые лилии надо вам отснять. Вот так горят лилии, просто горят. Отсниму по сортам, какие выжили. Так, надо убрать все-таки это агроволокно. Сейчас отвечу на следующие вопросы. Знаете, какой? Кстати, стала менять цвет пинки-винки уже. Вот розоватые появляются у нее оттенки. Такие перламутровые немножко. А вопрос какой? Как же вы прикапываете для размножения кустами свои гортензии? Сейчас пойду покажу вот тот, который я вам рассказывала. Кустик как раз прикопала. Вот в этом месте кустик, который я буду формировать штамбом. Рассказывала на второй, реже на третий год выбивается одна ветка. Вот она у меня и появилась. А остальные более тонкие, да после дождя не попадали. Что я делаю? Можно поставить опору, что мне надо и сделать. Подвязать вот этот побег один. Хорошо его немножко пинисетом притеняет.
У него уже первый колосок маленький какой-то. Вообще он дружно должен весь. А тут... Так, эти побеги пусть у нас растут. Это будет на следующий год кустик новый. Взяла землю, что нарыл крот. У нас кроты, там, где полив, ну и у всех у вас кроты, где они появляются. Там, где полив, там, где червяки, всякие насекомые к воде слазятся, туда и кроты отправляются на свою охоту. Вот поэтому вокруг роз и гортензии у меня много кротов. Взяла эту землю и прямо вот такой горочкой на высоту, где побеги, вот эти боковые, и еще выше сантиметров на 5. Получается прямо такая пирамидка, если видно. Вот так. Прямо как пасочку мы делаем. Присыпала и обязательно рядом капельная трубка, чтобы влажная земля была, чтобы туда, прямо я так пододвину, чтобы туда корешки с боковых этих веточек, тяжелые соцветия попадали, с боковых этих веточек, чтобы росли корешки наши. Вот моя гортензия бесконечная. Лето, черенок еще. Один. Второй там большой, что-то повял. Но у крупнолистных гортензий, знаете, что хорошо? Только тенек, только их польешь, побрызгаешь, и они сразу поднимают листики. Вначале я их бегала тоже все прикрывала, укрывала. А потом оставила это дело. Главное, полив. Дальше. Следующий вопрос. Какие растения вы советуете, какие самые неприхотливые, малоуходные? Я бы сказала, это пихты. Вот с пихтами вообще никаких проблем. Обработки от клеща и все. Полив им надо не такой сильный. Вот это у меня пихта. Не помню, какая пихта. Вон та пихта одноцветная, высокая, которая у нас чуть не упала. А вот эта пихта, ну я напишу. Я обзор делала, наконец-то она стала расти. Но у меня 2 года коротышкой такой была. Шишки давала, все давала, а не росла. А в этом году стремительно пошла в рост. Смотрите, сколько у меня приростов. И она высокая. Вот это вот ее в этом году прирост. Наконец-то тронулась. Так вот, пихты особого полива не требуют. Никаких подкормок я ей не даю. Самодостаточное растение. Ели сложнее. Лиственница еще мне нравится. Идемте подойдем. Покажу к лиственнице. Но тоже тут надо от паутиного клеща лиственницу. Так, тут такие лилии у нас зацветают. Тут в тенечке. Вот эта лиственница прямо очень меня радует. Очень мне нравится. Я ее веду на опору. Эту ветку продвигаю. Надо ее подвязать. Подросла. Полив тут на газоне отсутствует. И периодически покрой. Дождевание по возможности. Ну, полив, конечно же, надо иногда. Так, эта клумба сейчас без роз. Если вы смотрели прошлое видео, тут шикарные белые и розовые розы. Сейчас обрезаны. Поэтому хвойные все-таки немного меньше влаги требуют, чем наши розы, наш газон, наши гортензии особенно. С крупнолистными я их там и прикрывала, и в теньке стоят, и брызгала. Вроде все уцелели. Правда, у 2 сортов крупнолистных гортензий завяли окончательно соцветия. Но, слава богу, сам цветок, сами листья, побеги живые. Только цветы я срезала. Вот так они в теньке у меня нарастают.
а древесневеют. И на следующий год она не ремонтантная, эта гортензия, будут у меня цветы. Ну и покажу вам наконец-то свою дыню. Вообще для меня огород это такое баловство, скажем так. Мне было интересно, как будет расти дыня и арбуз. А вот еще про полив. Смотрите, мы вот такую капельную трубку и сюда поставили с форсункой под маленькие кустики, как отводка такая получилась. Посадила Света на рассаду, почитала, посмотрела в Ютубе, как это делается. Рассада выросла, я ее высадила. И 3 недели ходила, или даже 4 заглядываю, только маленькие цветочки, никакого толка ни от дынь моих, ни от арбузов. Это гортензии в прошлом году черенки. Полярный медведь. Кому интересно, как выглядят и связаны они, потому что куст большой, разваливается, ноги прикрывает дыня ему, все отлично. Как выглядят полуторагодичные кусты гортензии. Вот так. Если вы малюсенькую какую-то покупаете с 3 несчастными веточками, и вам говорят, что ей 2,5-3 года, то это или саженец плохой, или посадочный материал слабый какой-то, больной. Хорошее соцветие, хорошая гортензия должна выдавать на 2-й год вот такие, видите, какие толстенькие, крепкие побеги. Пусть они не цветут, но тут потенциал какой. Ну а вот и наша дыня, моя дыня. Ждала я 3 недели, ничего не происходило, я бросила это дело, думаю, буду я тебя искать. Растешь, просто будешь хоть ноги моим гортензиям прикрывать. А позавчера косила, смотрю, у меня дыня тут лежит. Какой сорт, я вам не скажу. Дозреет, не дозреет, посмотрим. И тогда мне стало интересно, я думаю, а ну-ка, может, у меня где-то тут и арбузы есть. А вот у меня и арбузы. Вот они какие лежат. Это не полосатый сорт. Какой сорт? Тоже не помню. Большой белый. И вон там еще арбузы растут у меня. В общем, надо оставить их в покое, потому что надо было там как-то прищипывать. Видите, как у огурцов. Я ничего такого не делала. Хотя надо, наверное, на досуге что-то тут с ними посмотреть. Где там те арбузы еще у меня среди гортензий. Вот надо же было такому случиться. Ну что, я желаю, чтобы ваши сады пережили такие испытания природные. Мы с вами держимся, и они выдержат. Растения очень отзывчивы на уход. Гортензии, кстати, можно мегафолом пролить. Антистресс это такой мегафол, антистресс. Пролейте свои гортензии. Я не проливала. Не проливала по нескольким причинам. Вот так сейчас выглядит сад. Ему уже немножко легче, не так жарко. К сожалению, есть пару потерь у меня. Растения не выдержали таких условий. Ну, все поправимо. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы. Скоро будем любоваться уже началом цветения гортензий. Как все будет. Будет красиво. Всего хорошего.